Кто говорил, что машина двухместная? Вот. Все нормально. Мне удобно. Здесь вот смотри. Даша, не вовремя ты начал звонить. Потому что время валило. И таким надо быть, чтобы сабвуфер за сотку вытыкнуть в розетку. Да и что случится, непонятно. Может выбить пробки, а может загореться офис Loud Sound. Это эпик будет, да, Тёма? Если последовательно? если сабвуфер Pride убьет офис Loud Sound. Последовательно или параллельно? Да мы не будем этого делать. Ты что, прикалываешься? В розетку саб втыкать мы не будем. Последовательно, конечно. Ты спрашивал, параллельно или последовательно? Давай я на него просто сейчас встану и попрыгаю. Всем привет, это канал Loud Sound. У нас сегодня долгожданный обзор продукции компании Pride. Очень долго вы просили этот обзор. У нас были трения с компанией Pride. Многим интересно, в чем они заключались. Ответ очень простой. Все из-за того самого видео про бананы. Это у нас пищалки, это у нас мидбасы. Многие из вас его видели. Кто не видел, обязательно посмотрите. Тёма, ты готов? Да. Давай. Суть в том, что в шуточном обзоре мы придумали нереально успешное, коммерчески выгодное маркетинговое название, альтернативное название для продукции Pride. Это бананы. Слышно музыку, Тём? Да. А? Она божественна. Когда мы увидели, что компания Pride начала его активно использовать, мы решили его отсудить. Вначале мы выигрывали судебные тяжбы, потом компания Pride выигрывала. А потом пришла компания Universal, надавала всем пиздюлей и сказала, что это название активно используют их миньоны. Это, конечно, шутка, хотя вот короткое замыкание через банан было совсем не шуточным. И их продукция уже присутствует в нашем магазине. Чтобы вам было удобнее ее выбирать, этот обзор, собственно, я и делаю. В нем я расскажу о истории компании Pride, о ее сильных, слабых сторонах и также, как я уже сказал, модельный ряд мы осветим полностью, за исключением, наверное, кабельной продукции, аксессуаров. Там все стандартно, все достаточно качественно, ну, особого интереса не вызывает. Очень большой интерес вызывают у них сабвуферы, усилители и также новая акустика. История начинается в 2013 году. Тогда владелец компании Эдуард Сафин совместно с инженером Андреем Хромовым начали выпуск продукции с комплектующими, заказанными из Азии и США. Достаточно качественной, но не без косяков. Качество, естественно, со временем росло. Сейчас оно находится совершенно на другом уровне. Частенько мы их троллили и по поводу упаковки, и по поводу качества продукции. Мы ничего не меняли, это именно заводская упаковка. Когда вы заказали сабвуфер Pride, на пэке вот что происходит. Там вот так вот. А там внутри вот, смотри. То есть, ну как повезет. Не совсем адекватно, я бы сказал, реагировали они на критику, однако надо дать должное, многие вещи со временем были исправлены, улучшены и выведены даже на такой уровень, о котором в принципе тогда речи быть не могло. На данный момент многие позиции аналогов на российском рынке не имеют ни в ценовой категории, ни в качестве. И вот сильная сторона компании, наверное, это производство и контроль в России. С этим связаны также и некоторые косяки. Конечно, конвейерное производство исключает человеческий фактор, но с другой стороны, есть возможность контролировать продукцию прямо на месте, улучшать это, все делать очень оперативно. В 2014 году они начали возить усилители, и вот в этом же году и был вот этот троллинг по поводу бананов. Продукция уже была анонсирована, но в наличии ее еще не было, поэтому мы попытались собрать аудиосистему на том, чего нет, а то, что чего нет, назвали банан. Получилась аудиосистема практически полностью состоящая из банана. В этом же году появилась кабельная продукция и аксессуары, а в следующем году, в 2015, Pride начали производить акустику, которую возили из Китая. Оценив риски по утечке информации, побоявшись, что эти разработки разойдутся по другим китайским заводам, что в Китае, в принципе, происходит повсеместно, было принято решение перенести производство и все разработки в город Казань. Туда же, где это было и есть с сабвуферами. Сабвуферы производились и производятся в Казани, комплектующие заказывались в США и в Китае.
но их заказывалось все меньше и меньше. И сейчас Pride приходит к тому, что будет полностью комплектовать свои изделия комплектующими, которые сделаны в России. Речь о комплектующих, таких как колпаки и диффузоры, которые разрабатывались достаточно долго, и было уделено куча внимания не только качеству, весу и там каким-то техническим характеристикам, но и внешнему виду. Они очень гордятся тем, что получился эффект такого глянцевого лака, и действительно карбон, он очень прочный. Мы, наверное, сегодня сделаем эксперимент с вот этим топовым сабвуфером. Они разрешили, если что-то пойдет не так, на мне ответственности нет, но я сегодня на него встану всем весом прямо на колпак и попрыгаю. Да не, он сломается. Про попрыгаю я не уверен. Я что-то все-таки, если честно, скептически отношусь к тому, что можно стоять на сабвуфере. Но сегодня такой эксперимент мы проведем, и если я наебну сабвуфер за 100 тысяч, вы увидите это первыми. Для изготовления этого карбона были перепробованы десятки решений. Были в итоге выбраны французская смола и японское волокно. И для минимизации издержек вот отличную роль сыграло производство в России. Получилось очень качественное изделие предложить на рынок по, ну я не сказал бы скромной цене, но не космической. Взглянем на весь модельный ряд сабвуферов Pride, в котором у нас присутствует целых 10 линеек. Я бы разбил эти линейки на 3 такие основные категории. Первую категорию я бы назвал для начинающих, вторую повседнев и третью спорт или даже суперспорт. В категории для начинающих у нас представлено 3 линейки Eco, LP и Junior. С джуниорами вы все хорошо знакомы. LP и Eco — это такие новинки. Я не буду останавливаться подробно и показывать вам вживую эти сабвуферы, у меня их здесь нет. Я вам покажу сегодня только топ. Если вы хотите более подробно узнать про тот же LP, вот недавно у Миши Савина на канале был обзор. Примечательно, что даже младшие линейки производятся в Казани, все с должным контролем качества, и были проблемы у компании с гарантией пару лет назад, не надо греха таить, и у нас вот с ними из-за этого и было много терок, надо отдать им должное. На должный уровень они вывели и оформление гарантии, и гарантийную поддержку, и в принципе потянули качество самих продуктов. Низшие линейки я бы разделил так: за 3500 вы получаете Eco, за 4500 добавляя 1000 LP, и еще добавляя 1000 вы получаете Junior. То есть вот таким образом у нас от 3,5 до 5,5 все вот эти 3 младшие линейки располагаются. Многие сабвуферы делаются на заказ, и в основном делают их спортивные версии. То есть вы можете поставить любое количество шайб, можете поставить на сабвуфер, в котором изначально не предполагался карбоновый колпак, поставить на него такой колпак. Примечательно то, что даже на низшей линейке вы можете заказать произведенный только под вас сабвуфер, вы можете тупо поставить карбоновый колпак на самый младший сабвуфер Eco. Можете заказать большее количество шайб для большей жесткости, если вам нужны эти сабвуферы для соревнований, а бюджет ограничен. Такие крутые условия для тюнинга даже в низших линейках Pride сейчас предоставляет. Как это работает на практике, не знаю, это в теории. Я спросил, могу ли я заказать карбон на Eco или LP. Ответили да. Далее категория повседнев, и топовый сабвуфер в ней S, я бы назвал, наверное, такой супер повседнев. И вот здесь у нас и внутри категории, и до нее, я бы сказал, такой провал, даже пропасть в ценовой нише. То есть категория для начинающих у нас закончилась на цене в 6000 рублей за 15-дюймовый Junior. Следующим у нас начинается за, грубо говоря, 13 тысяч BB. Вот между ними нет ничего. Если вы, например, созрели уже на ББ, но у вас есть не 13 тысяч на него, а, допустим, 20, до 25 за Тэшку вам еще не хватает денег, а ББ вы уже как бы переросли, и у вас есть денег больше. Получается, надо выбирать или дешевле сабвуфер, или копить и заказывать более дорогую версию. Это, я считаю, упущение вот с маркетинговой точки зрения. Но, с другой стороны, можно поговорить о том, чтобы тот же ББ затюнинговать, чтобы цена получилась именно подходящая по вашему бюджету. Итак, BB.3 он называется, это третья версия сабвуфера BB. Тоже зарекомендовали себя неплохо сабвуферы. Он имеет 3-дюймовую катушку, очень такой внушительный мотор. И представлен в двух версиях, 12 и 15 дюймов, которые между собой в цене не особо различаются, там порядка 800 рублей разница. И, грубо говоря, стоит этот сабвуфер 13 тысяч. Версия катушки у BB V3 всего одна. Это 3-дюймовая катушка с сопротивлением 1.8 плюс 1.8. Следующий у нас сабвуфер серия T.
уже гораздо интересней. Представлен он 3 калибрами. Самый младший 12 дюймов обойдется вам в 26 тысяч рублей, 15-ка 27 тысяч, на 1000 дороже. И добавив еще 2000, вы получите 18. Стоит обратить внимание, что начиная с версии Т, дальше сабвуферы у нас идут с карбоновыми колпаками, а с версии СТ еще и с карбоновыми диффузорами. То есть Pride уходит уже от бумаги в топовых версиях. Карбон, он легче, он прочнее, имеет совершенно другие свойства скорости звука в материале и выглядит очень круто. По-прежнему 3-дюймовая катушка, но уже 2 версии сопротивлений. Далее серия S, переходной уже такой сабвуфер между повседневным и спортом. Были первые версии не очень, и было много споров по этому поводу. Был обзор, где он развалился, и я надеюсь, что сейчас стоит признать, что то, что было тогда, и то, что есть сейчас, это вот небо и земля. S-ка в версии 3, это, конечно, совершенно другое устройство. И для жесткого повседнева, и в принципе уже в спорте во многих классах на нем можно неплохо навалить. Как и в Т, уже карбоновый колпак, уже 4-дюймовая катушка, также с 2 версиями сопротивления 0.75 плюс 0.75, либо 1.6 плюс 1.6. 3 версии калибров, 12, 15 и 18, и за них вам придется заплатить, соответственно, 34, 35 или 38 тысяч. Добавляем примерно 10 тысяч рублей, переходим уже в категорию спорт, где первым у нас представлен U4, он же UFO 4. Это неодимовый уже мотор с 4-дюймовой катушкой. Новые версии поставляются уже с карбоном. То есть, начиная вот с этой версии, у нас идут полностью карбоновый колпак и диффузор. Примечателен этот сабвуфер тем, что он имеет сумасшедшую индукцию в зазоре, высокую чувствительность и отлично подойдет уже в инсталляциях на выстрел. Также 3 версии, 12 дюймов, 15 и 18, и стоят они, соответственно, 55, 57 и 59 тысяч. Далее ST, любимые сабвуферы Андо и его брата Рамазана, Low Bass Brothers. Было у нас много обзоров про них, про их сумасшедшую Альмиру. 12-дюймовые сабвуферы стояли у них в прошлом году, валили очень даже неплохо. В этом году они переделали чуть-чуть оформление, поставили уже 15-шки и валит там просто адски сейчас. По богатству калибров ST самая крутая, у нее H4 от 10 до 18 калибра все ST-шки есть. Самая маленькая ST будет стоить 42 тысячи за 10-дюймовый калибр, и самая топовая 18-шка 55 тысяч. Далее S5, 5-дюймовая катушка, и это на самом деле, наверное, единственный сейчас из более-менее доступных сабвуферов на рынке с катушкой такого диаметра. И U5, карбон, и колпак, и диффузор, и неодимовый мотор, и 5 дюймов катушка. Все это при достаточно внушительной стоимости в 100 тысяч. Шайб вы можете заказать любое количество для ваших целей, для повседневного, или для спорта, или для суперспорта, максимально жесткий сабвуфер, если вам нужен. И на данный момент действительно круче я придумать себе сабвуфера не могу. Все-таки хочу на него встать. Заявляют, что у него настолько прочная подвижная система, что можно на ней стоять. Я вешу сейчас, как вы уже отметили, я похудел. Спасибо вам, пишите еще раз, 300 напишите, чтобы я понял, что я похудел. Я сейчас вешу около 85 килограмм, чтобы было пожестче, я на нем еще постараюсь немножечко попрыгать. То есть взглянем на сабы более подробно, чтобы у нас было максимум информации. Я пригласил самого большого специалиста во вселенной, да, по сабвуферам Pride. У нас здесь самый топ, у нас здесь все, да? У нас S, это феррит, но бумажный диффузор и карбоновый колпак. S5, это более мощный мотор, катушка 5 дюймов и карбоновый колпак и диф. Дальше у нас идет ST, более мощная версия SV3, 4-дюймовой катушкой, но у нас здесь уже карбоновый колпак и более мощный мотор. И топ, король сабвуферов на данный момент. Ну, на данный момент нету в сабвуферах сразу во всех, даже исключить все показатели, все параметры этого саба, нету сразу на борту и неодима, и карбона, колпака и диффузора, и 5-дюймовой катушки громаднейшей. Так, давай с чего, с феррита начнем. Это самый, наверное, неинтересный саб, да, в этом ряду. Это ничего необычного. Мотор, он у нас единственный здесь 18-й, остальные 15-шки, поэтому мотор у нас выглядит такой достаточно небольшой на фоне такой громадной корзины. Однако он очень внушительный. Сколько он, Тёма, там размер? 256 миллиметров, 3 кольца ферритовых.
4-дюймовая катушка американская. 2 двойных шайбы стоит, обычный диффузор и карбоновый колпак. Да, многие спрашивают, для чего вот эти вот рифленость, почему он рифленый. Это для сохранения линейности хода, когда он превышает хода на самых высоких уже показателях, чтобы сохранить линейность. И в принципе по этому сабу у нас все, да, ничего. Помнишь первую эску? На нас Прайд обижались, что она была это, Ну да. что мы сказали, что она слабая, но она слабая была. Дальше у нас идет его более мощная версия. Тут что у нас с магнитом и с шайбами? Здесь уже идут 3 кольца по 300 мм высококачественного феррита, 5 дюймов катушка, также американская, и 6 шайб. И шайбы у нас здесь можно заметить, в отличие от эски и от СТшки, шайбы большего диаметра. Ну и высококачественный карбон. Ну да, здесь карбон, уже про который я говорил уже. диффузор. Карбон здесь очень нарядный. Вот то, что я вам говорил, как он выглядит. Ну, то есть он не только прочный, очень. И что-то среднее между S5 и SV3 4-дюймовым. Это у нас ST. Здесь кольца чуть поменьше, 280 мм, также 3 штуки. 4-дюймовая американская катушка и тоже 6 шайб. По-моему, ты ошибаешься. Почему? По-моему, здесь 5. Короче, мы запутались, тут много шайб. 5-6. Вы можете 5 или 6. варьировать, Да. заказывая. Смысл в том, что делаются сабы кастомно, это как бы с завода их выходит, или 5, или 6, не забыли. Но можете поставить любое количество любых шайб. Он очень хорош на низа, этот саб, очень хорош. Лучше него, наверное, из феррита только вот S5. И по сути сейчас S5 это у нас самый мощный ферритовый мотор в модельном ряду Pride. Правильно, что говорю? Да. Самая мощная катушка из ферритовых магнитов. И при этом оснащение карбоном полное. И диф, и колпак. Вот, и при этом самый большой диаметр И шайбы. на всех сабах очень прочные корзины. Чтобы подытожить, это у нас самый слабый из самых сильных ферритовых. Это эска. Это у нас король ферритовых сабвуферов в модельном ряду Pride S5. И аналогов, по-моему, сейчас нету, да, по ферриту тоже на рынке? Нет. Чтобы с 5-дюймовой катушкой, с таким ходом, ход у него нереальный. B2 представляли, но там нет карбона. Так, и переходим к, ну реально король сабвуферов, да? Можно же его так назвать сейчас? Тёма? Генерал. Адмирал тогда, адмирал. Миша, привет. Что тут за неодим, что за сталь? Неодим N52H. Это самый топовый. Высокотемпературный. Да, высокотемпературный. Сам магнитопровод сделан из стали с очень низким содержанием углерода. И проставки между неодимовыми кольцами сделаны из алюминия. 8 шайб. Это кастомная версия. Проводов нормально вообще. Не пожалели, да? Вообще не пожалели. Ты хочешь еще посмотреть, когда ты покупаешь саб за 100 тысяч, Ну, нормально ли тебе проводов Не в придется ли подарок? тебе тратить на провода? Смотри. Сколько тут? Метра 2 два, да? метра где-то. У нас осталось 2 вещи. Соло мы сегодня убили, теперь надо убить U5. Мы его воткнем в розетку. Да я шучу, не будем мы втыкать в розетку сабвуфер за 100 тысяч. Это кем надо быть, чтобы сабвуфер за сотку втыкнуть в розетку? Да и что случится, непонятно. Может выбить пробки, а может загореться офис Loud Sound. Да эпик будет, да, Тёма? Если Последовательно? если сабвуфер Pride убьет офис Loud Sound. Последовательно или параллельно? Да мы не будем этого делать, ты что, прикалываешься? Последовательно, конечно. Давай я на него просто сейчас встану и попрыгаю. Да не, он сломается, ты чё? Чё? Ну я вот стою и прыгаю, что-то хрустит. Не, шайба хрустит. Да это шайба. Да, я прыгаю. Я акробат, я не знаю, как равновесие держать. Колпак. Колпак неудобный, слышишь? Да работайте колпак, на нем стоять вообще неудобно. Оп! Краш-тест Loud Sound. А одну ногу не видно, одна за столом. Скажут, что ты там... Блять. Да нет, вот я на нем стою и подпрыгиваю даже. Всё, можно в книгу рекордов Гиннесса. Короче, Тёма думает, что проломится пол, посадочник ничего не думает, да? Жук в ахуе. Мы положили сюда жука. Он живой и очень агрессивный. Но также для этого теста мы же должны не только подвижную систему, да, катушку проверить, мы должны прочность карбона проверить.
Поэтому положим сюда банан. Тут съемка идет. Тут съемка идет. Тут съемка идет у тебя. Ты уверен? Циферки бегут. Это админ группы антиавтозвук. Тёма, ты ссышь? Поехали? Да. А ну стой. Потеплел. Что у нас тут все целое? Дыма нет. Остывать будем? Нет. Короче, тестовый запуск прошел на ура. Ну поехали, да. Подожди. Мне кажется, он полным расхуевает. Да. Плитку Слышь? Ну и нахер это надо? Да, нормально так, слышишь, пробило. Да? Да похуй, давай дальше. Секунд 30, если выдержит, то считай прошел краш-тест, да? Давай. Минута 10. Сейчас перенос. И дыма нет. Что, горячая сильно? Сейчас уже загорится скоро. О, колпак раскаленный, прям попробуй, карбон обжигает, реально. Нихера себе. А ты что, расстроился, да? Да. Ты хотел его убить? Ну даже дыма пока нет, но он очень горячий. Я тебе так скажу, если его охлаждать, Тём, и давать ему опять, мы так можем долго делать. Может, не будем убивать, а он сотку стоит. Давайте, чтобы это, на всякий случай. Последовательно подключили, у нас 1,4 Ома. Вот они все провода. Вот переноска. Вот розетка 220. Воткни еще раз на всякий случай. Целик просад сразу. Лампы. Давай еще пусть. Ну это жесть, да, Тёма? Давай банан внутрь засунем. Это самый дорогой САП, что мы в розетку втыкали, и самый мощный, да, живучий? Ну давай, включи, а я потом... Я весь в банане. Что это за А, ё. Подожди, я так далеко не думал.
То есть у нас получается все в этом дерьме, да? Смотри, стол. А когда уборщица приходит? Сюда что? О, завтра. Ой, как хорошо. Завоняться не успеет. Банан, короче. Короче, у меня два вопроса. Что за сатана придумал эти динамики? Я в натуре не слышу нихуя, слышишь? И под какими наркотиками писался вот этот трек? Я его раньше не слышал. Я тоже новый такие альбом. хочу наркотики. Это пи***ц какой-то. Как можно такую хуйню было придумать? Да это, Тёма, это грибы какие-то. Так не напишешь. Давай я под камеру его подброшу. Оп! Краш-тест Loud Sound.